Все, я тебя поймал и уже не выпущу. Ну, все, Кость. Хвост напушил, так распушил. Тихо, тихо, все. Все, все. Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про котенка по имени Гарфилд. Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. В этой истории было несколько случайностей и обстоятельств, которые привели нас с Нордом к этому малышу. Вспоминая тот день, я думаю о том, как незначительная мелочь может поменять ход событий. На самом деле, котенок Гарфилд – это найденыш волчонка. Это Норд его нашел. Ну, давайте все по порядку. В тот день я вернулся с работы домой, переоделся, взял Норда, и мы пошли с ним на прогулку. Обычно мы выходим намного позже этого времени, но в этот раз я почему-то решил пойти раньше. Почему я так решил, я не знаю. Наверное, потому что так нужно было. Каждый день мы проходим с Нордом по несколько километров и гуляем с ним в разных местах. Если мы не выезжаем за город, а гуляем в наших окрестностях, то почти всегда Норд сам выбирает маршрут для прогулки. Я просто иду за ним, пристегнутым на длинный поводок, так что еще непонятно, кто кого выгуливает. В тот день он повел меня своим любимым маршрутом через новый район. Он часто меня водит этой дорогой, все потому, что когда-то давно он увидел в кустах земляную лягушку. И теперь каждый раз идет этой дорожкой. Теперь он все время идет и проверяет это место. Вдруг там снова сидит лягушка. Но в тот день мы так и не дошли до этого места. По дороге нам нужно было перейти дорогу около большого разворотного круга. Подходим ближе и видим, вся дорога мокрая с очень характерным запахом. Что-то случилось с канализацией. Волчонок идет прямо по направлению к воде, ему вообще абсолютно все равно. Я его останавливаю и говорю: давай обойдем, ты что, лужу не видишь? Норд начинает упираться, такой типа: не-не-не, нам туда. Ну, это понятно, там же лягушка сидит. В тот день мы обошли это место, мы пошли другой дорогой. Это было второе событие, которое заставило нас поменять привычный наш маршрут. Мы поднимаемся 2 квартала наверх и поворачиваем на параллельную улицу. Это улица, по которой нет движения машин. Это даже не улица, это просто дорога между домами с красивой велосипедной и пешеходной дорожкой. Как только мы повернули на эту улицу, примерно метров через 50 я увидел девушку. Она разговаривала по телефону и смотрела в сторону кустарника. Когда мы стали подходить ближе, она увидела нас, отошла от кустарника и пошла в нашу сторону. Когда она поравнялась с нами, я услышал, как она сказала по телефону: «Но он же такой хороший», и пошла дальше. Мы прошли до того места, где стояла девушка. Я смотрел все кусты, никого не было, и все было тихо. Я был без малейшего понятия, на что смотрела эта девушка и о ком она говорила по телефону. Мы отошли от этого места немного вперед и остановились. Я пытался услышать какой-то звук, но все было тихо. Я стоял и думал, с чего я решил, что она говорила о том, кто сидел в кустах. Да и мало ли на кого она могла смотреть. И кроме того, даже если в кустах был какой-то звереныш, то Норд наверняка бы его заметил. Мы уже собирались идти обратно, как вдруг я услышал плач котенка. Очень сильный, громкий, плач без остановки на весь район. Мы возвращаемся обратно. Плач идет именно из тех кустов. Но как только мы подошли ближе, котенок тут же замолчал. Небольшой кустарник, рядом стоит электрический щит. Я подошел близко, смотрю в кусты и ничего не вижу. Такое место, что особо негде спрятаться, но котенка нигде нет. Норд подошел и тоже стоит, смотрит в кусты. Услышал котенка. Или показалось. Есть Норд. Куда он? А, вот он. Вдруг слышу шипение. Норд отдергивает мордаху назад, видно, сам не ожидал. Ух ты, стой, отойди. 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 Рыжий. Стой на месте. Тихо, тихо. Вот он, есть. Смотрю, сидит маленький, грязный рыжий котенок. Норда он не испугался, только немного отпрыгнул в сторону. Как мы не заметили его в первый раз, я не понимаю. Перчаток у меня с собой не было, но у меня был такой тонкий шарфик от солнца. Я намотал его на руку, чтобы не быть сильно подранным, и полез в кусты. Стой. Стой на месте. Не подходи только, хорошо? Куда ты убежал? Стой. Ну. Отойди. Не лезь там, Норд не лезь. Норд не лезь. Отойди.
Все, Норд. Норд, не лезь, не лезь. Все, все. Тихо. Тихо, успокойся. Чего? Чего? Что такое? Что случилось? Успокойся. Тихо. Угомонись. Да, я понял. Давай. Все. Мне удалось поймать это рыжее солнышко. Я завернул его в шарфик, прижал к себе, и мы пошли в сторону дома. Тихо. Все, я тебя поймал и уже не выпущу. Ну, успокойся. Хвост напушил, так распушил. Тихо, все уже. Идем. Все спокойно. Идем. Называется «Погулял с Нордом». Вот он, замотал его. О, лапа. Котенок немного пошипел, поругался, но потом успокоился. Он уткнулся в меня и не смотрел по сторонам. Он не хотел смотреть по сторонам, натерпелся ужасов на улице. Но теперь все будет хорошо. Худой очень. Ты спрятался в лапы? Не бойся. Все, ты успокоился. Очень худой, одни кости. Сейчас успокоится немножко и пойдем. Да. Успокойся, все хорошо. Тихо. Не, куда полез? Не надо никуда лезть, сиди спокойно. Я завернул его. Все равно пытается куда-то залезть. Убежать. Бежать. Тихо. Покажись. Тихо. Все. Не бойся. О, какое чудо. Рыжая. Я тебя накрою, чтобы тебе не было страшно. Все, сиди спокойно. Сиди тихо, все. Сиди спокойно. Это Норд, а это какой-то рыжий ушат. Я не знаю кто. Ну, если полностью рыжий, то, наверное, мальчик. Назову его как-нибудь Гарфильд. Мы искупали малыша. На нем было огромное количество паразитов. Искупали, потом долго выбирали всех паразитов из этого маленького котенка. Малыш вел себя очень спокойно, он очень устал. Я назвал малыша котенок Гарфильд, как того кота из мультика. Теперь он просто обязан быть большим и толстым рыжим котом. Ну вот такое мы несчастное, маленькое такое. Мама моя дорогая, посмотри, сколько блох. Он такой худой, что это все кости. Как это все собрать, я даже не представляю. Ложку отгреби оттуда. Много, да? Да, отгреби ложку. Стой. Вот большую такую ложку. Даже еще надо. Для первого раза забери еще. Да, сейчас вот воды. Я размешай. Секунду. Сиди. Размешай, сделай кашик. Слушай. Даже больше не надо сколько времени. Упаковку собирай. Помять. Молодец. Очень важный момент. Если котенок сильно худой и истощен, не давайте ему много еды. Не думайте, что если вы дадите ему много еды, вы сделаете ему хорошо. Мы не знаем, сколько времени он был голодный. Лучше кормить почаще и очень маленькими жидкими порциями. Это очень важно. Это сейчас 8:30, а где-то через пару часов еще разок. Ой-ой-ой. Постепенно мы давали ему больше жидкой еды. Котенок Гарфильд накидывался на еду и издавал разные звуки. Бедный малыш. Сложно представить, как ему было тяжело и сколько дней он голодал на улице. Но теперь все позади, теперь все будет хорошо. Так закончился первый день котенка по имени Гарфильд. О, ты еще шипишь на меня? Ничего себе.
Следующие несколько дней котенок Гарфилд будет жить отдельно. Обязательно нужно выдержать несколько дней карантин. Это очень важно. В большой переноске постелили ему мягкое одеяльце, поставили маленький лоток с песком и миску. Котенок Гарфилд сразу уснул. На следующий день мы пошли с Нордом на то место, там, где нашли Гарфилда. В свете дня я рассмотрел это место более подробно и понял, почему мы первый раз его не заметили. За электрощитом стоит огромный камень, который упирается на забор. Между ним и забором есть небольшой проход. Вот там он и спрятался первый раз, когда нас увидел. Мы в сумерках просто не заметили это место. В тот день нам повезло, что малыш Гарфилд стал мяукать, и нам удалось его найти. Теперь все будет хорошо. Смотрите, кто у нас тут. Да ладно тебе. Кто это? Это? Он еще правда ругается. Вот он, Гарфилд. Начинает отъедаться потихоньку. Это у него тут грелка, чтобы ему холодно не было. Он лежит, у него тут греется все. Да. Злой кот, злой рыжий кот, да. Вот он. И малыш. Ты мой рыжик. Красавчик. Еда, вода, туалет и какашка. Молодец. Ты красавчик. Первые несколько дней малыш Гарфилд только кушал и спал. Через 3 дня мы переселили его в большой манеж. Самочувствие у него было хорошее, и это не могло не радовать. Прошло 10 дней, котенок уже закончил свой недельный карантин, теперь его можно было выпускать. Но он не особо спешил выходить из своего манежа. Сидел, наблюдал за всем происходящим из своего домика. Если я вытаскивал его из манежа, он тут же забегал обратно, типа не выйду и все, мне и тут хорошо. В общем, выманили мы его веревочкой и бантиком только на 12-й день. И то он игрался и шипел на бантик. Очень забавный малыш. Вообще у котенка Гарфилда было всего 2 любимых занятия. Это кушать и спать. Он будет толстым котом, это точно. Прошел месяц с того момента, как мы принесли малыша Гарфилда домой. Он неплохо набрал вес, округлился и чувствовал себя спокойно в новой обстановке. Пришло время искать ему новый дом. Мы, как обычно, сделали несколько хороших фото, составили объявление о пристройстве и опубликовали по местным группам в социальных сетях. Сегодня мы везем малыша Гарфилда в новый дом и по традиции напутствия. Вот. Значит так, слушай меня внимательно. Ну чего ты? Такой толстый стал. Диван не рвать. Писать только в коробочку. Слушай, мама, папа. Ну чего ты? Чего ты испугался? Все хорошо. А такой красавчик. Малыш Гарфилд уехал в новый дом. Он нашел свою семью, которая его очень любит. Теперь за него можно не переживать. Они ему даже купили его любимый манежик. Точно такой же, как у нас дома. Но тот манеж, из которого он отказывался выходить первые дни. Новая семья не стала менять имя котенку. Он так и остался Гарфилд. Ну все, теперь я уверен на 100%, что он будет большим и толстым котом. Прежде чем я закончу эту счастливую историю, я хотел бы рассказать еще кое-что. Котенок Гарфилд сидел в небольшом кустарнике около дома прямо под его окнами. Это очень тихий и очень небедный район. Он кричал так сильно, что его было слышно на другом конце улицы. Я абсолютно уверен, что все дома вокруг слышали плач этого голодного котенка в кустах. Котенок кричал так сильно, как будто бы из последних сил пытался докричаться до небес. Сидит маленький голодный котенок и зовет на помощь среди домов, которые стоят целое состояние. Такое не должно происходить в человеческом мире. Я уверен, что всегда можно сделать хоть что-то. Но не можете вы забрать малыша домой и помочь. Ну хотя бы накормите. Дайте еды, поставьте хоть какую-то небольшую коробку с водой. Это даст ему силы прожить еще день, 2, может быть 3. И может быть, он дождется того, кто сможет ему помочь. Просто подумайте об этом. Я бы очень хотел, чтобы все истории заканчивались как история Гарфилда. Хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые приютили малыша. Теперь за него можно не переживать. Теперь у него все будет хорошо.
Вот так закончилась история малыша Гарфилда. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.